Подождем, когда все соберутся. Хорошо, добрый день всем. И большое спасибо за то, что присоединились к нам на открытой лекции по космосу в этом году. Сегодня мы поговорим об удивительном спутнике Сатурна Титане. Меня зовут Роза, я заведующая по образованию в геологическом обществе Лондона, и у нас сегодня для вас запланирован блестящий доклад об этой уникальной и невероятной луне Сатурна. Эта лекция – часть нашего космического цикла 2021 года. В этом году мы направляем наш взгляд вверх за пределы Земли, чтобы исследовать ландшафты, горные породы и процессы на других планетах. У нас блестящая программа публичных лекций, информационных мероприятий и конференций в течение года. Эта программа включает нашу свободную выставку «Космические ландшафты». Она находится во внутреннем дворе Берлингтонского дома. Выставка будет проходить до 8 октября, поэтому если вы очарованы космосом и горными породами других планет, обязательно загляните к нам в Лондоне. Итак, сегодняшнюю лекцию проведет фантастический доктор Ральф Лоренц. Он работает в США, в университете Джона Хопкинса, в лаборатории прикладной физики в Мэриленде. С Ральфом мы отправимся в путешествие по истории и геологии Титана. Если во время этого выступления у вас возникнут какие-либо вопросы к Ральфу, в конце лекции у нас будет сессия вопросов и ответов. Поэтому, пожалуйста, оставляйте свои вопросы в Zoom или на YouTube. Для этого оставляйте их в чате, а мы их обобщим и зададим докладчику в конце лекции. Итак, без лишних слов, я передаю слово Ральфу, с которым мы отправимся в путешествие по орбите Сатурна. Спасибо, Роза. Добрый день всем. Сейчас я перенастрою экран правильно. Теперь, я думаю, все правильно работает. Поскольку я на другой стороне Атлантики, я выключу свое видео, чтобы избежать проблем с пропускной способностью интернета. Итак, геология Титана. Я сделаю введение для тех из вас, кто не слышал о лаборатории прикладной физики APL. Мы расположены на восточном побережье США. Мы связаны с университетом Джона Хопкинса в Балтиморе. Сама APL расположена к северу от Вашингтона, в округе Колумбия. Но, возможно, APL менее известна, чем наши коллеги из JPL с западного побережья. APL была ответственна за миссию «Новые горизонты». Это космический корабль, пролетевший мимо Плутона несколько лет назад. APL создала мессенджер, который отправился на Меркурий. И таким образом мы побывали на самой внутренней планете и на объекте, который когда-то считался самой внешней планетой. APL построила Паркер. Это солнечный зонд, который периодически пролетает около Солнца. И сейчас мы приближаемся к запуску миссии DART к астероидам. Это миссия со столкновением с малым телом. Помимо этого, APL участвует во многих других миссиях. Я больше всего связан с готовящейся в APL миссией Dragonfly, и о ней мы поговорим ближе к концу. Чтобы вас подготовить к Титану, немного астрономических фактов. Титан – это второй по величине спутник в Солнечной системе. У него самый большой оптический диаметр. У него самая плотная атмосфера из всех лун в Солнечной системе. И Титан – спутник Сатурна. Сатурн обращается вокруг Солнца каждые 29,5 земных лет, и это представляет собой интересную шкалу времени. По человеческим меркам вам повезет, если вы сможете дважды или трижды облететь вокруг Солнца, сидя на Титане. По сути, год Титана также устанавливает для нас временные промежутки того, сколько времени нужно, чтобы добраться от Земли до Сатурна, который расположен в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля. Таким образом, чтобы добраться от Земли до Сатурна с Титаном, нам требуется около четверти года Титана. И поэтому большая часть истории изучения Титана сильно взаимосвязана с сезонами на Титане. И я подробнее остановлюсь на этом чуть позже. Один очень интересный момент заключается в том, что оси вращения Сатурна и Титана наклонены к плоскости их орбиты вокруг Солнца. А это значит, что у Титана и Сатурна есть времена года. Это, конечно, очень длинные сезоны, если сравнивать с нашими земными. Орбита Сатурна вокруг Солнца на самом деле не очень круглая. Она заметно эллиптическая, поэтому на некоторой части орбиты Сатурна Титан находится ближе к Солнцу, и поэтому там становится теплее. И в другой части Титан находится дальше, и ориентация этой эллиптической оси с наклоном экватора Титана такова, что южное лето на Титане короче и интенсивнее, чем северное. И это на самом деле ведет к довольно драматическим геологическим последствиям.
Я обрисовал здесь основные исследовательские космические миссии. Первое знакомство с Титаном было осуществлено Вояджером в 1980 году. И именно эта миссия дала нам большую часть информации того, что мы знали до момента прибытия Кассини с Гюйгенсом, через спустя прошедший почти целый год на Титане. Кассини проработал почти полгода по меркам Титана, или 13 земных лет. Очень-очень эпохальная исследовательская миссия. И мы начинаем этот процесс снова. И это наращивание происходит сейчас. По сути, через 1 год на Титане после Гюйгенса. Чуть позже мы вернемся ко всему этому. Сейчас немного о себе. Расскажу, как я во все это попал. Я учился в Великобритании, изучал аэрокосмические системы и проектирование, и далее работал в Европейском космическом агентстве в Нидерландах над ранним дизайном миссии Гюйгенс, а затем в Кентербери защитил докторскую работу по созданию одного из инструментов для Гюйгенса. Затем я переехал в США и начал работать над картами Хаббла для Титана, а затем занимался планированием миссии Кассини. А в 2006 году я переехал на восточное побережье и был задействован в ряде проектов. Если вы внимательно присмотритесь к моему резюме, вы заметите, что слово «геология» нигде не встречается. У меня нет официального геологического образования. Я как бы блефую в геологии, так же, как и сильно блефую в областях океанографии, метеорологии и астробиологии в планетологии Титана. Фактически, это очень мультидисциплинарная область науки, и очевидно, нам нужны технологии, чтобы узнавать что-то новое о других планетах. А это требует много аэрокосмических инженерных знаний. Так что я не буду оправдываться за то, что не имею формального геологического образования. Хотя я думаю, что даже заядлые геологи найдут что-нибудь интересное в моем докладе. Так вы можете нанести на карту год Титана и отметить вехи своей собственной жизни. Например, когда вы ходили в школу, когда вы женились и все такое. Вы также можете сопоставить его с книгами, которые вы опубликовали, если вы публиковались. Я, в частности, написал несколько книг по ряду тем аэрокосмической техники, планетологии и несколько книг о Титане. Самая последняя книга – вот это руководство издательства Хейнс, которое было опубликовано только в прошлом году. Многие картинки, которые я буду показывать в докладе, взяты из этой книги. Так что, если вы заинтересуетесь, это, возможно, будет хороший дальнейший источник информации. Итак, Титан больше нашей Луны. Он больше, чем целая планета Меркурий. У него гравитация примерно такая же, как у нашей Луны. Так что вы можете представить его себе, если видели видео, на которых астронавты как бы прыгали почти в замедленном темпе. Точно так же было бы и на Титане, но Титан с атмосферой. И атмосфера у него более плотная, чем у нас. Фактически плотность атмосферы на уровне моря примерно в 4 раза больше, чем на Земле. В основном это азот, как и наша атмосфера, но там нет кислорода, поскольку нет растений. И есть несколько процентов метана, который работает как водяной пар в атмосфере Земли. Метан – парниковый газ. Он способен конденсироваться. И таким образом он образует собственные облака и может выпадать в виде дождя, образовывая реки и моря. Причина этого в том, что Титан расположен очень далеко от Солнца. Температура поверхности очень низкая – 94 Кельвина. Это примерно минус 180 по Цельсию. И при этой температуре метан становится жидким, а это, как вы знаете, природный газ. Этан также является компонентом природного газа и тоже жидкий. Солнечный свет на поверхности Титана примерно в 1000 раз слабее, чем на Земле. Эта цифра состоит из коэффициента 100 из-за расстояния Титана до Солнца в 10 астрономических единиц. И коэффициента 10, поскольку атмосфера Титана очень туманная. День на Титане длится около 2 недель. На Титан действуют приливные силы Сатурна, аналогично нашей Луне. И эти приливы довольно важный фактор в титановых морях. Это была водная часть. На протяжении многих лет, с тех пор, как меня вовлекли в тему Титана, мы знали о нем очень мало. Я имею в виду, что у нас были только данные Вояджеров, полученные в 1980 и 81 годах. И вот оранжевое вояджеровское изображение слева. И это все, чем мы располагали в то время. Этот снимок разочаровывает с геологической точки зрения, потому что в основном вы ничего не различаете в оптическом диапазоне. По сути, есть несколько оптических оттенков непрозрачной дымки, это своего рода органический смог.
Это связано с взаимодействием солнечного света с метаном в атмосфере Титана. Но если вы начнете фиксировать длину волны света, которая длиннее волнового диапазона камер Вейджеров и находится в ближнем инфракрасном диапазоне, это около 1 микрона, как у телевизионного пульта, то дымка станет прозрачнее. И вы начнете различать особенности поверхности. В этом диапазоне орбитальный телескоп Хаббл заснял разные стороны Титана в 1980 и 1994 годах. Посередине такой снимок Титана, сделанный Хабблом с разрешением около 20 пикселей в поперечнике. И вы можете уже различить несколько ярких участков и несколько темных участков. И преобразовав эти снимки в виде такой карты, было очень интересно подискутировать, что же это за области. Например, яркие области – это, быть может, горные местности. А вот здесь, наверное, гигантский кратер. И совершенно ясно, что просто не хватает детализации, чтобы проверить наши догадки. Оставалось только предполагать. Например, казалось естественным предположением, что более яркая область на лицевой стороне Титана относится к возвышенностям. И было выдвинуто несколько гипотез. В частности, что, вероятно, на возвышенностях будет выпадать больше дождей. И дожди каким-то образом смывают темные органические вещества. И было предположение, что эти вещества слагают эти темные пятна в низинах. Однако это все были спекулятивные домыслы. Было даже такое мнение, что темные участки должны быть жидкими, состоять из плещущейся смеси этана и метана. В то время мы не знали наверняка. И следующий шаг, чтобы все выяснить, была миссия Кассини. Это было очень амбициозное, большое, дорогое, многомиллиардное предприятие. Миссия осуществлялась в партнерстве НАСА и Европейского космического агентства, которое представляло Итальянское космическое агентство. Итальянское космическое агентство создало 4-метровую антенну для системы радиосвязи и работы радара на Кассини. А сам аппарат Кассини был размером с автобус. Он весил около 5 тонн при запуске. Европейское космическое агентство снабдило миссию 350-килограммовым зондом Гюйгенс с диаметром около 2,7 метра. Он был доставлен к Сатурну и Титану с помощью Кассини, а затем был выпущен перед Рождеством в 2004 году. Зонд Гюйгенс самостоятельно полетал в космосе в течение 3 недель, а затем Гюйгенс вошел в атмосферу Титана со скоростью 6 км в секунду и пролетел сквозь агрессивную воздушную среду. Температура при спуске достигала более 2000 градусов. Но зонд защищал теплозащитный экран. Затем, достигнув скорости 1,5 Маха, на высоте около 150 километров был выброшен парашют. Надо упомянуть, что атмосфера Титана очень мощная по вертикали и довольно плотная. Спуск длился 2,25 часа. Зонд сел на поверхность. И все это время мы не знали, что при этом должно случиться, поскольку мы не знали, что это будет за поверхность. А вдруг мы плюхнемся в море жидкого метана? Или приземлимся на твердую ледяную плиту и разнесем зонд на куски? Или увязнем в слабосвязанном сугробе пушистой органической пыли? Мы этого не знали? Но, как оказалось, зонд продолжил работать вполне благополучно после контакта с поверхностью. И, к моему некоторому удивлению, маленький инструмент, который я создал в Кентербери, тоже сработал. Вы можете его посмотреть в Лондонском музее науки. Он называется пенетрометром. Его размер примерно с мой палец, около 14 мм в диаметре. И он измерил силу, подействовавшую на этот маленький титановый болт, который торчал в нижней части зонда. Он сработал, когда зонд врезался в грунт со скоростью 5 метров в секунду. Это примерно скорость ручки, падающей со стола на пол. Вот график записи показаний силы. Характер графика силового воздействия согласуется с тем, как если бы мы сели на влажное глинистое вещество. На графике есть своего рода крутые сглаженные пики. Это отвечает сцементированным песчинкам. Если вы воткнетесь в сухой песок, будут большие острые пики. Если вы приземлитесь на гравий, то, что мы увидели, было своего рода более или менее постоянное сопротивление грунта. Но заметьте, вначале было что-то вроде острого пика. И мы задались вопросом, что же это может быть. Вероятным аналогом грунта будет мягкий снег с ледяной коркой наверху. Увидев фотографии с зонда Гюйгенса, окрестность напоминает крем-брюле. У нас была большая вероятность не получить фотографию, так как зонд мог потерпеть неудачу. Например, парашют мог упасть, закрыв камеру. Вы знаете, нам просто очень повезло, что все продолжало работать. И действительно было на что посмотреть. Фотография поверхности сделана с высоты колена, так что в этом ракурсе плохо видно, что творится вдалеке. Но вы можете различить булыжники. Они очень похожи на те, которые видит почти каждый планетный посадочный аппарат. Однако эти образования, вероятно, состоят из льда. Может быть, это какой-то органический материал. И они, вероятно, не сложены силикатными минералами и породами.
У них округлая форма без острых краев. И это говорит о том, что они свалены, вероятно, в потоке. Вероятно, в результате внезапного наводнения. Так как на Титане есть активный гидрологический цикл, при котором идут сильные метановые ливни с неба, и в основном сильные грозы происходят летом. И в данном случае мы убеждены, что это лед, поскольку углы закруглены. Так что просто анализируя эту картинку и некоторые другие снимки с зонда, Титан для нас мгновенно превратился из нечеткого объекта с расплывчатыми светлыми и темными пятнами в тело, знакомыми земными процессами, формирующие поверхность. Так что эта тематика явно относится к геологии на Титане. Но нам нужно перекалибровать понятия. Процессы идут такие же. Скорости, с которой происходят процессы, вероятно, очень отличаются, так как год на Титане очень длинный. Туда поступает гораздо меньше солнечного света и тепла, ответственного за ветер и так далее. В целом процессы, которые мы знаем, в основном одни и те же, но они происходят в других условиях. Воздух там плотнее, сила тяжести ниже и так далее. Материал поверхности тоже отличается. Мы полагаем, что доминирующим материалом коры Титана является водяной лед. Но, вероятно, в нем также присутствует много органических соединений. Это может быть лед с небольшим количеством аммиака, или лед с метаном, захваченным в кристаллической решетке. Это так называемые клотраты метана. И все эти материалы обладают различными свойствами. И мы вернемся к механическим аспектам этих свойств. Одно замечание, и оно очень важное для будущих исследований. Атмосфера Титана в плотной дымке. Она была непрозрачна для камер Вояджера, так как атмосфера очень мощная по вертикали. И Вояджерам приходилось всматриваться сквозь 150 километров атмосферы. У атмосферы есть своя метеорологическая видимость, при которой она считается ясной. Видимость на Титане по метеорологическому определению примерно 50 километров. Таким образом, на этой высоте вы уже сможете хорошо различать ландшафт планеты. Вот мозаика изображений с зонда Гюйгенса. Отсюда видно, что зонд садился, вероятно, в этой темной области. Здесь мы выделяем, как мы думаем, русло. А там вдалеке яркое Нагорье с речными сетями, о которых мы поговорим чуть позже. И есть пара темных полос вдалеке, которые тоже важны для нас. На этом история миссии, конечно же, не закончилась. На самом деле это было только начало. Гюйгенс был доставлен на Титан во время третьего пролета Кассини над Титаном. Кассини и далее вращался по орбите вокруг Сатурна, совершая один оборот в течение нескольких недель. Аппарат пролетал возле Титана примерно раз в месяц в течение первых 4 лет. За время работы Кассини всего совершено было около 125 подлетов к Титану. И при каждом подлете мы получали данные с помощью ряда приборов. Некоторые измерения не относились к геологии, поскольку они были нацелены на верхние слои атмосферы. Некоторые были посвящены целиком гравитационному полю тела. К сожалению, из-за дизайна размещения инструментов на Кассини невозможно было получать данные сразу со всех приборов. Иногда использовался только радар. Иногда использовались только камеры. Иногда занимались исключительно гравитацией. Иногда делали какие-то еще измерения. Так что во многом это была хитроумная головоломка. Нам все время приходилось очень-очень аккуратно складывать пазл данных, что, как вы знаете, представляет собой непростую задачу, если вы пытаетесь построить свою научную карьеру и побыстрее опубликовать достоверные результаты. И сразу вы не знаете, должны ли вы преждевременно публиковать сырые данные, или лучше подождать еще полгода, чтобы получить больше результатов и сделать выводы более надежными. В любом случае, как только вы освоите это искусство, вы тогда сможете оглянуться назад и обобщить всю совокупность данных Кассини. И только тогда у вас сложится цельное мировоззрение. Это описано в моем руководстве. Итак, мы полагаем, что в недрах Титана есть жидкий океан. Океан с жидкой водой, похожий на океаны Европы или Энцелада. Но разница в том, что ледяная кора Титана намного толще, вероятно, 150 километров. Так что этот внутренний океан практически недоступен. Вы можете возразить, что океан Европы тоже практически недоступен. Но океан Титан еще более недоступен, так как в его недрах могут образовываться ледяные фазы высокого давления. По этому поводу ведутся активные споры. Это сильно зависит от того, какие компоненты растворены в этом океане. Неизвестно, это чистая вода, или в нем значительная доля аммиачного антифриза, или это рассол. Мы этого точно не знаем.
Но есть мнение, что в недрах Титана по океанам ниже идет смесь льда и горных пород. Может быть и с примесью железа. Это общая картина. Мы почти уверены, материал коры Титана – это водяной лед с небольшими прослоями органического материала, мощностью от несколько сотен метров до, вероятно, километра. Давайте посмотрим на топографию Титана, которую мы смогли измерить с помощью радара Кассини. Вот его гистограмма высот в сравнении с другими телами. Гистограмма высот сильно отличается от Земли, Луны и Марса. Пик распределения высот заметно уже. В принципе, топографический диапазон от самой глубокой впадины до самой высокой вершины на Титане довольно невелик. Мы точно не знаем причину этого. Происходит ли это потому, что там просто не было горообразования? Или это результат мощных эрозионных процессов, которые сносят весь горный материал вниз? Или сама ледяная кора не очень прочная, не способна выдерживать такую нагрузку? Это очень интересная проблема. Можно посвятить целый доклад этим графикам. Как вы знаете, у Земли и Марса очень бимодальные гистограммы высот. Так на Земле за это отвечает тектоника плит. То есть в топографии заключены некоторые вещи, которые заставляют задуматься над общей картиной. Почему у Луны широкий диапазон высот? Да потому что ее топография – это в основном кратеры. Кратерообразование формирует крутые валы, часто в виде довольно высоких зубчатых гор. И на Луне нет эффективного способа их разрушать, поэтому Луна имеет в основном нетронутую древнюю топографию. Сейчас там не происходит современной поднимающейся складчатости, в то время как топография Земли в значительной степени представляет собой баланс между воздыманием и эрозийным сносом. Из снимков Кассини в ближнем инфракрасном диапазоне, подобных тем, что сделал Хаббл, была построена глобальная карта Титана. И вы видите несколько светлых и темных участков. Вот эта яркая область спереди носит имя Ксанаду. И вы видите, что большая часть экваториальной области покрыта темным материалом, который мы заметили еще на снимках Хаббла. И все выглядит так, как будто темный материал течет по ярким участкам. И вопрос о том, заполнены ли эти области какой-то жидкостью, или это отложения, принесенные ветром, был предметом многих споров в начале миссии Кассини. Только в середине миссии Кассини, примерно в 2007 году, мы начали различать такие темные области и вверху, в северных полярных широтах. Когда только началась миссия Кассини, эти широты находились еще в тени полярной зимы. И только к концу 2000-х мы смогли их увидеть. И они темнее экваториальных темных областей. Они немного отличаются. Посмотрите на них. Мы еще вернемся к вопросу, почему это так. Очевидно, что в формировании Титана участвует много интересных процессов. Можно выделить несколько круглых образований. Вот здесь. Подозрительно круглые объекты, которые во многих случаях впоследствии были определены как ударные кратеры. Но их относительно немного по сравнению, скажем, с Марсом или Луной. Большинство кратеров, которые, как мы полагаем, образовались в течение истории Титана, каким-то образом были стерты с лица спутника. Мы еще вернемся к процессам, которые, вероятно, ответственны за это. У нас есть много радиолокационных данных Кассини по Титану. Радар Кассини делал снимки с разрешением около 300 метров. Это, конечно, не лучшее разрешение по земным стандартам. Но в основном это единственная информация с таким максимумом разрешения, который мы обладаем. Эти данные покрывают примерно 40–55% поверхности Титана. Есть много областей, которые мы еще не изучили, и есть области, которые мы очень хорошо рассмотрели. Это связано с особенностями траектории пролетающего Кассини, когда он исследовал систему Сатурна. В некоторых случаях мы могли влиять на траекторию его пролета. И нам удавалось сосредоточиться на интересующих областях, таких как темные области возле Северного полюса. Но в большинстве случаев у нас было только то, что мы просто только получили. И оказалось, что эти темные экваториальные районы в основном покрыты песком. Мы полагаем, что это какой-то органический песок. И откровение по этому поводу произошло в октябре 2005 года. Слева радиолокационное изображение Кассини – это участок примерно в 200 километров. На нем хорошо различаются вот эти длинные гребни. И мы точно знаем, что это гребни.
так как радар посылал свои радиолокационные волны из верхней части изображения. И та часть поверхности, которая оказалась более ближе к радару, смотрится ярче, чем часть поверхности, смотрящей в другую сторону. Это получается в результате того, что склоны, обращенные к радару, отражают энергию в обратном направлении сильнее, чем противоположные склоны. И таким образом мы узнали, что это гребни. Мы узнали, что они от 20 до нескольких сотен километров в длину. Расстояние между ними составляет 3-4 километра. И моделирование поверхности по способности рассеивать энергию радара показывает, что они могут быть высотой до 150 метров, что на самом деле делает их точным аналогом самых больших дюн на Земле, тех, которые мы видим в Аравийской пустыне и в Намибийской пустыне на юго-западе Африки. Вот справа вид с шаттла на Намибию у Атлантического побережья. И вы видите эти гребни с таким же расположением, что и на Титане. Это открытие на Титане оживило геологические исследования дюн данного типа. Некоторые из нас специально ездили в Намибию, чтобы более подробно изучить такие дюны с целью понять, что же мы видим на Титане. Вот посмотрите, здесь отличные плоские междюнные ровные участки поверхности перемежаются с очень крутыми дюнами. Справа их материал четко разделен. Светлый монолитный материал явно отличается от оранжевого песка дюн. Слева внизу видна также растительность. И можно разделять гравий и песок. И, конечно, можно использовать разные методы для изучения формирования дюн. Вот коллеги, которые использовали георадар, чтобы попытаться определить структуру дюны. В основном это различные слои, которые накладываются друг на друга в различные сезоны. И вы можете повеселиться во время поля, вытаскивая застрявшие машины и готовя колбаски на костре. И все это было проделано, чтобы начать интерпретировать наблюдаемое на Титане. Чтобы понимать, что форма дюн означает с точки зрения ветровой деятельности. Если ветер дует в постоянном направлении, вы получите так называемые поперечные дюны, которые в основном ортогональны ветровому потоку. Но то, что мы видим на Титане, это линейные формы дюн, где в основном переносится песок в среднем вдоль дюн. Это результат бимодального ветрового режима, при котором ветры как бы сходятся, образуя что-то вроде шевронного узора. Это помогает нам откалибровать модели погоды для Титана. Потому что на самом деле там было очень мало облаков, которые можно было бы отслеживать, чтобы измерить ветер. Как и все объекты Солнечной системы, Титан подвергался внешним ударам. Выделено несколько десятков ударных структур. Самая крупная – это та, которую мы обнаружили во время второго и третьего пролета вблизи Титана в феврале 2004 года. Кратер называется Минерва и имеет диаметр около 400 километров. Вот здесь что-то вроде широкого невысокого вала, и в него впадает речная сеть. Это радиолокационное изображение. Вот здесь темные струйчатые полосы. Сначала мы не знали, что они собой представляют, но теперь мы понимаем, что это песчаные дюны. А снаружи есть еще одна речная сеть. И, собственно, характер этой речной сети предполагает ее формирование в результате очень эпизодических дождей. То есть это указывает на резкие скачки в количестве выпадающих дождевых осадков. Но каким-то образом этот кратер сохранился с тех пор, как он образовался. Я имею в виду, что мы оцениваем его возраст в миллиарды лет. По статистике, не все кратеры на Титане быстро стираются. С помощью одного из режимов радара мы можем получить некоторые данные, указывающие на состав, по крайней мере на диэлектрическую проницаемость материала. Эти показания для органики отличаются от чистого льда. Как кажется, по этим данным вещество, обогащенное льдом, сконцентрировано в выбросах и на валу некоторых кратеров. Это может указывать, что ударное событие вырыло и обнажило данный ледяной материал.
в то время как большая часть поверхности кажется задрапированной органическим материалом, который здесь представлен более темными оттенками. На самом деле большинство кратеров Титана не сильно глубокие, если сравнивать с кратерами аналогичного размера на других телах, например, на Луне и даже на Земле. И определенно кратеры мельче, чем на других ледяных спутниках, таких как Ганимед. Хотя Ганимед почти такого же размера и с такой же гравитацией, как и на Титане. Мы полагаем, что это указывает на то, что его материал отличается от материала Титана. Во многом материал поверхности Титана – это покров флювиальных и оловых отложений. Это осадки, образованные при транспортировке реками и ветром. И именно эти осадки в основном заполняют кратеры. Таким образом, Титан из всех ледяных лун или океанических миров внешней Солнечной системы во многих отношениях является наиболее близким к Земле миром. По шкале того, на каком планетном теле, как долго смог бы выжить незащищенный человек, Титан тоже в лидерах. На самой близкой к Земле планете, на Венере, вас бы мгновенно раздавило и вы отравились бы. На Марсе воздух был бы быстро высосан из ваших легких, и вы бы быстро потеряли сознание. Но на Титане вы бы смогли задержать дыхание аж на целых несколько минут. Хотя в конце концов вы быстро насмерть замерзнете. Но это займет немного больше времени, чем в других мирах Солнечной системы. На Титане есть горы, и кажется, что они образуют пояса. Пояса гор относительно короткие, их длина составляет 50-200 километров. Вероятно, эти размеры связаны с мощностью коры Титана. Не исключено, что их образование связано с разломами над двигами, простирающимися от подкорового океана к поверхности. Но в реальности мы не знаем внутреннюю структуру коры Титана. Надо просто отметить, что есть несколько асимметричных и есть несколько параллельных горных хребтов. Их высота составляет пару километров. В целом они несущественные. Они обнаруживаются в основном на экваторе Титана. Возможно, это что-то говорит о глобальном тектоническом режиме, который их породил. Может быть, горообразование связано с вращением этой ледяной Луны вокруг Сатурна, или, возможно, с приливными эффектами. Реально сейчас нет убедительной гипотезы, как это могло случиться. Они существуют, но они географически различаются по месту своего проявления. Есть несколько объектов, которые ученые связывают с так называемым криовулканизмом. Это вулканы на ледяных лунах, где извергаемая лава в основном состоит из ледяных глыб воды. Эти глыбы первоначально извергались в растопленном виде. И это очень интересный объект изучения для астробиологии, потому что, если вся эта органика на поверхности Титана разбрызгивается в атмосфере, формируя дымку, то взаимодействие воды с этим распыленным веществом, даже за короткое время, может привести к образованию множества очень интересных пребиотических соединений. Если вы повторите это в лаборатории на Земле, вы очень быстро получите аминокислоты, строительные блоки белков. В частности, могут получиться пиримидины, блоки, кодирующие информацию в ДНК. Мы не знаем, как далеко в эволюционной цепочке химических усложнений зашло такое взаимодействие на Титане. Но эти криовулканические постройки представляют огромный интерес для астробиологии. Вот показательный пример – это горы судьбы Думмонс, названные в честь гор из книг Толкиена. И есть светлая зона Патера-Сотра. И то, что примыкает к зоне, имеет глубокую воронку. Сочетание глубокой воронки с горой можно ассоциировать с вулканом. Я имею в виду Галапагосские острова как хороший аналог. И есть что-то похожее на поток, который вытекает из этой области и далее слагает более широкую область Патера. И выделено еще несколько похожих примеров. Итак, мы имеем что-то, что стекало по поверхности. На самом деле это не обязательно должен быть вулкан. Вот малоизвестный земной пример, с которым я сталкивался. Это соляные ледники в Иране в горах Загрос. По сути, там мощные слои соли, образовавшиеся под водой океана Титис сотни миллионов лет назад. Они были перекрыты осадками. Вверху соль нагрелась и была выдавлена. И в нескольких местах соль может извергаться и вытекать, и скорость ее потока может быть около метра в год. Редкие осадки не успевают растворить эти солевые слои, и благодаря этому органика удерживается в этих областях.
Таким образом получаются очень богатые нефтегазовые резервуары, но в основном физически такие образования являются твердыми. Соляные лавы текут, но соль изливается из-под земли и течет только в очень и очень долговременном масштабе. И это не является вулканом. Так что, возможно, некоторые из сооружений, которые мы выделяем на Титане, могут быть чем-то вроде этих соляных куполов. То есть, возможно, это просто органические отложения, которые были захоронены и повторно мобилизованы. Есть, кстати, научно-фантастический роман Артура Кларка «Роман о Титане и имперской земле», написанный еще до Вояджеров. Там описаны сооружения что-то вроде этого, и он назвал их восковыми червями. Это еще раз подчеркивает, что мы должны быть осторожными в наших суждениях и интерпретациях форм рельефа и способах их образования. И в частности, нам следует с осторожностью делать выводы об их составе. В целом реки на Титане вообще не текут. То, что мы ранее относили к рекам, мы полагаем, это в основном сухие русла рек, такие как в пустынных районах на Земле. Русла рек выделяются на снимках зонда Гюйгенс, сделанных во время его спуска. От верха до границы возвышенности внизу примерно 5 километров. Но вы можете различить очень знакомую разветвленную сеть долин, образование которых связано с дождями, наполняющие сеть речных каналов. Они существуют и в гораздо большем масштабе. Это снова область Ксанаду. На краевой светлой части можно различить потоки разных порядков в виде привычной разветвленной сети. Итак, мы узнали, что там существуют очень похожие на земные формы рельефа, хотя они образованы жидким метаном. Возможно, дожди происходят там один раз в 10 и более лет. Однако именно эти дожди формируют очень знакомый нам пейзаж. Мы видим некоторые характерные геологические формы. Вот здесь могут быть аллювиальные конусы выноса. Они образуются, когда горная река вытекает из каньона на расстилающуюся равнину и перераспределяет смытый материал. Впервые это было зафиксировано во время первого пролета Титана в октябре 2004 года, и они хорошо различаются на этом радиолокационном изображении. Снимок охватывает около 150 километров. Осадки на снимке радиояркие. Длина волны радара Кассини составляет около 2 сантиметров. И в основном яркость означает, что поверхность шероховатая в этом 2-сантиметровом диапазоне радиоволн. Чуть позже мы обнаружили другой пример. Это снова юго-западная окраина Ксанаду, регион Туи. Здесь примеры того, что выглядит как речные русла, которые вытекают из горных районов. Обратите внимание на высокую радиояркость потоков. Электромагнитное моделирование отражающей поверхности показало, что она близка к поверхности со сфероидальными обломками водяного льда. Реально они выглядят удивительно радиояркими. Как кошачьи глаза при освещении фар на ночной дороге, обломки льда отражают энергию радара прямо на наблюдателя. И вот способ, как это получается. Нужен, по сути, прозрачный для радара материал, например, лед, у которого обломки имеют размер в несколько сантиметров и сферической формы. Вот поточные отложения Джакула, связанные с размыванием ледников в Исландии. Здесь есть относительно равномерно отсортированные скопления округлых булыжников. И если каменное вещество этих глыб заменить на ледяное, а затем сделать радиолокационный снимок поверхности, то, вероятно, мы увидим вот такое изображение, какое слева внизу. Возникает вопрос, насколько будет твердым материал поверхности Титана, если камни и булыжники сделаны из водяного льда или органики. Если мы напрямую будем его сравнивать со знакомыми нам силикатными породами, такими как базальт или кварц, то основным ответом будет «все в 10 раз слабее». Это то, что на первый взгляд говорят нам лабораторные измерения. Но существует интересная симметрия. Она заключается в том, что солнечный свет на Титане слабее, поэтому ветры не такие сильные, гравитация при этом слабая, поэтому геологические объекты, как стекающие реки, работают менее энергично. Таким образом, у нас есть и менее прочные материалы, но в то же время и менее энергичные процессы, перемещающие их. И как представляется, эти два эффекта как бы нейтрализуют друг друга. И в результате мы видим пейзажи, сходные с земными. Я считаю, что это просто магическое совпадение. Мы можем найти на Титане аналоги Бэдлендов, Столовых гор и другие знакомые нам по Земле черты рельефа.
И одна из самых интересных особенностей Титана – это его моря. Так эти темные области у Северного полюса оказываются морями из жидкого метана. По-моему, эта версия снимка выставлена на выставке Геологического общества Лондона, о которой Роуз упомянула в начале. Вот здесь изображены эти моря на Титане. Море на снимке охватывает примерно 1000 километров от сюда до сюда, и мы реально знаем, какова глубина некоторых частей этих морей. Так как жидкость оказалась довольно радарно-прозрачной. И мы реально смогли нащупать дно радаром Кассини. Получив радарное эхо дна здесь, в море Джиа, была определена глубина, которая составила около 160 метров. Чтобы жидкость была действительно чрезвычайно прозрачной, требуется, чтобы это был свежий жидкий метан. Метан накапливается в морях в основном за счет выпадения в виде недавних дождей из атмосферы. Происходит своеобразная дистилляция. Право, это довольно интересно. Если мы проделаем некоторые разумные допущения о глубине морей и проинтегрируем объем морей, то получится, что жидких углеводородов в этих морях примерно в 100 000 раз больше, чем все известные нефтехимические запасы на Земле. Но это своего рода забавная статистика. Конечно, там нет кислорода, чтобы его сжечь. И сейчас это бесполезно. Но очень интересно наблюдать за процессами генерации волн в этой метановой жидкости и приливные течения. И хорошо различается очень знакомая нам прибрежная геоморфология. Это эстуарии, разветвленные сети потоков, возможно, тектонически наравняемые речные русла, как здесь, и острова. За их формирование отвечают все те же процессы и получаются те же формы рельефа, что и на Земле, но сделанные совершенно другой рабочей жидкостью. Когда мы смотрим на моря и некоторые прибрежные объекты вблизи, мы видим, например, что у этих островов Планктейн-Салей, блуждающие скалы, есть очень близкие аналоги на Земле. Вот острова, которые находятся на Оманском окончании в Ормузском проливе, там, где арабская плита погружается под евразийскую плиту. И эти горы постепенно погружаются в жидкую субстанцию. Морская вода заполняет горные долины, и в результате мы видим дендритовые структуры. Образуются изрезанные архипелаги. И мы видим то же самое на Титане. Это говорит нам о том, что либо уровень моря быстро поднимается, либо земля опускается, либо и то, и другое происходит одновременно. Основная причина, по которой мы полагаем, что все моря Титана находятся на Северном полюсе, это асимметричные времена года, так как лето на юге в нашу эпоху жарче, чем северное. Из-за этого всю метановую влагу в основном выпарило из южного полушария и перераспределило ее на север. Этот процесс меняет направление во временной шкале через каждые примерно 50 000 лет. Это что-то вроде земных циклов Кролла-Миланковича, которые управляют земными ледниковыми периодами, а также отвечают за формирование ландшафта полярного слоя на Марсе. Эти же циклы оказывают влияние на Титан в виде перебрасывания значительных объемов жидкости от одного полюса к другому. И в нынешнюю эпоху мы полагаем, что жидкость просто накапливается на севере и происходит затопление этих долин. Есть и другие процессы, которые сейчас происходят. Вот здесь что-то вроде заполненной жидкостью долины, сквозь поверхность которой можно различить дно. В структуре дна можно различить подводный каньон. Предположительно, это была долина, которая когда-то была обнажена, и энергии впадающей реки хватило промыть этот канал, который впоследствии затопило. Так мы видим процессы, сходные с деятельностью жидкой воды, но идущие с другой рабочей жидкостью и с другой скоростью. Здесь показаны 3 моря на Титане – Пунга, Лигея и Кракен. Они названы в честь морских чудовищ. На Титане острова называются в честь островов из мифологии, а бухты в честь бухт на Земле. И я должен похвастаться тем, что предложил залив Море в честь залива Море-Ферт на севере Шотландии, откуда я родом. Так что это я пропущу. Итак, перед нами очень разнообразный мир, в котором много чего происходит. Его интересно исследовать не только с точки зрения геологии и геоморфологии, но и с точки зрения метеорологии и океанографии. И здесь целое царство непознанной органической химии. И это действительно проблема, которую нам еще предстоит решить после Кассини. В действительности на аппарате Кассини не был оборудован прибором, способным определить, какое же именно вещество формирует поверхность Титана. Кассини – своего рода предварительная ступень к следующему этапу исследования Титана.
Следующая миссия будет реализация идеи, которую я предложил 20 лет назад. Идея возникла, когда я вычислял возможность полета в условиях низкой гравитации в плотной атмосфере. И отличный способ сделать – это послать туда вертолет. Но 20 лет назад это была идея из области фантастики. На этой яркой обложке журнала New Scientist тех лет иллюстрация к моей статье. Но за это время произошла революция дронов. Теперь мы знаем, как создавать автономные винтокрылые машины. И это своего рода следующий логический шаг. В общем, нами предлагается посадочный аппарат для Титана, который очень легко может взлететь, пролететь несколько километров в его атмосфере и приземлиться в другом месте. Он уже сейчас не очень похож на обычный вертолет. Это скорее квадрокоптер или мультикоптер. Сверху у него тарелка, чтобы отправлять данные обратно на Землю. Она будет складываться при перелетах. Очевидно, есть что-то нетрадиционное для наноземных летательных аппаратов, а именно бурильная установка. Перед нами действительно интересная инженерная задача. Вертолет должен быть легким и летать, уметь сверлить твердую поверхность. А это большой вес. Совмещение такого рода противоречивых требований к аппарату – очень интересная задача для дизайна аэрокосмических аппаратов. Планетолет Dragonfly, который сейчас уже разрабатывается, должен иметь размер с марсоход и питаться, как мы планируем, от радиоизотопного источника питания. Лопасти несущего винта будут примерно того же размера, что и лопасти маленького марсолета Ingenuity, который был сброшен марсоходом Perseverance. Их размер 1,2 метра в поперечнике. Разработка аппарата Dragonfly сейчас в полном разгаре. Dragonfly спустится на парашюте. При приближении к поверхности Титана отделится тепловой экран. Его посадка произойдет под действием собственной роторной тяги, и мы сможем исследовать большой участок поверхности. На нашем сайте dragonfly.gsalp.edu есть прекрасные анимации и множество других ресурсов, так что вы можете узнать там больше подробностей. Продолжим. Вот одна из ударных структур на Титане. Она ударная, так как из данных Кассини определено, что было выброшено много водоносного материала вокруг, вероятно растопленного при ударе. И как я уже упоминал, это, вероятно, самый интересный материал для астробиологии. Именно это вещество мы хотим изучить и проанализировать с помощью инструментов на аппарате Dragonfly. Как вы знаете, ударные кратеры – не особо благоприятное место для приземления. Поэтому на самом деле мы будем стремиться сесть на песчаные дюны на юге. Там больше шансов найти хорошее плоское место для приземления между дюнами. А затем постепенно перелетать к кратеру, чтобы исследовать наиболее интересный для нас материал поверхности. Dragonfly разрабатывается всего около 2 лет. То есть в основном в эпоху ковида. А это значит, что получить доступ к аэродинамическим трубам НАСА было весьма непросто. Но мы солдаты. Мы оформляем документы и продвигаемся дальше. Мы, насколько это возможно, одни из самых великих мастеров винтокрылых машин. Тестировать этот аппарат на Земле намного легче, чем те же аппараты с ракетными двигателями. У нас есть стенд в половину масштаба. У нас есть большая камера в APL. Там мы можем ее охладить или в ней повысить температуру. Мы можем накачать ее, чтобы повысить давление, и проверить при этом, что система отбора проб, двигатели ротора и все остальное работают в очень жестких условиях. Так что впереди много работы. Нам предстоит еще много работы. Мы планируем запустить аппарат в 2027 году. И мы достигнем Титана, когда пройдет целый год на Титане, с момента посадки аппарата Гюйгенс. Что хорошо. Потому что мы можем использовать информацию от Гюйгенса, принять за основу для прогноза ветра и других параметров. И так, как я уже сказал, вы можете найти больше информации в книгах и на нашем веб-сайте. На Dragonfly, конечно, не закончится исследование Титана. Титан – интереснейшее место. Может, когда-нибудь люди туда попадут. Я думаю, что следующие шаги после миссии Dragonfly должны вестись в направлении исследования морей на Титане. К сожалению, они будут слишком далеки от места посадки Dragonfly. Dragonfly не сможет туда добраться и исследовать с высоты, чтобы детализировать глобальную карту Титана, полученную Кассини. Есть над чем подумать и есть к чему стремиться. На этом я закончу и отвечу на вопросы. Вот это да! Большое спасибо, Ральф. Было очень интересно. Вы так много охватили и образно, и буквально. Я думаю, у нас будет много вопросов. Итак, я начну. Надеюсь, мы ответим настолько, сколько сможем.
Слушатели очень воодушевлены. Начнем с вопроса об органических материалах. Когда вы говорите об органических материалах, какие именно вы имеете в виду? Какие именно это соединения? Органика в контексте моего доклада означает только углеродсодержащий, но это не означает образование, связанное с живыми существами, или в том смысле, в котором это слово иногда используется для обозначения почвы. Мы скорее подразумеваем особенности химии соединений. Это короткие углеродные цепи, углеводороды, ароматические соединения и алифатические соединения. Возможно, полициклические ароматические углеводороды, такие как нафталин. Есть вещества с большим количеством бензольных колец, некоторые из них могут быть наподобие дегтя. Некоторые из них, возможно, наподобие воска. На Титане могут быть аналоги эвапоритовых минералов. Да, верно. Жидкий метан не является отличным растворителем, но он может растворять некоторое количество бутана или ацетонитрила, или выберите какое-либо свое любимое соединение из химического каталога. А мы знаем, что на Титане происходят гидрологические процессы, при которых метан улетучивается, испаряется. А в некоторых местах могут проливаться метановые дожди. Это мы знаем, так как на Титане обнаружены объекты, похожие на высохшее дно озер. Это объекты в форме озера, не заполненные жидкостью. И некоторые из них имеют высокую отражательную способность в ближнем инфракрасном диапазоне. Это сильно выделяется на фоне окружения. Потому что они в основном радиояркие. Скорее всего, так светятся не соли, такие как, например, хлорид натрия или гипс, характерные для эвапоритов на Земле, а это скорее другие органические соединения. Может быть, это бутан или ацетонитрил. Мы, конечно, точно не знаем, но это скорее всего тоже органика. Они могут быть не такими оптически темными, как песок. Мы не знаем, из какого вещества состоит песок на Титане. Я предполагаю, что это полиароматические углеводороды. Вот что подразумевается под термином «органический». Окей, отлично. Спрашивают, есть ли свидетельство существования осушенных морских пространств, которые, вероятно, в южном полушарии. Вы уже ответили и на этот вопрос. Определенно да. Позвольте мне показать одно место. Обратите ваше внимание на кое-что на этой карте. Вот это объект на юге Титана. Это озера Антария на Титане, названные в честь озер на Земле. Я полагаю, рано или поздно у нас возникнет путаница. Это объект размером 200 на 70 километров. И на самом деле вы можете различить у объекта оптически яркие края. И форма этого озера очень похожа на плоские сухие озера в пустыне на юго-западе США, где происходят гонки. Это там, где движутся камни. Очень хороший аналог, и это сходно с этим озером на Титане. Оно находится в очень пологой местности с сокращающимся зеркалом жидкости. Исходя из информации радара Кассини, мы полагаем, что озера Антария на Титане более богаты этаном, чем моря на севере. Так как этан менее летуч, чем метан. Этан тоже жидкость при температурах Титана. Но в некотором смысле он играет роль соленых озер Земли. Вероятно, потому что юг высыхает, и это остаточное озеро сокращается и сокращается, оно сильнее обогащается этаном. А метан перегоняется на север. Так мы наблюдаем в действии миграции летучих веществ на Титане. Понятно? Окей, вы ответили на более чем 2 вопроса. И это здорово. У нас есть несколько вопросов о миссии Dragonfly. Спрашивают, какова предполагаемая продолжительность миссии, а также как дрон будет питаться. Запланированная продолжительность миссии чуть больше 3 земных лет. Мы ожидаем, что в течение этого времени мы будем совершать один полет каждую пару дней на Титане. А полет будет длиться всего полчаса. Главным образом будет расходоваться половина энергии в очень большой батарее. И мы будем заряжать эту батарею с помощью радиоизотопного генератора. Так же, как это происходит сейчас на марсоходе Perseverance. Я имею в виду, что батарея выдает 80 или 100 Вт. Этого недостаточно для полета. Это достаточно только, чтобы правильно зажечь пару лампочек.
Но большую часть времени, особенно ночью на Титане, а это 8 земных дней, мы будем просто сидеть на месте. Имеется в виду, что мы будем снимать сейсмические данные, мы записывать текущую погоду. А большую часть ночи мы будем просто заряжать эту большую батарею. И как я уже сказал, вероятно, мы сможем летать раз в 2 дня на Титане или раз в месяц по земным меркам. Каждый перелет покрывает около 5 километров или что-то около того. Через 3 года мы сможем выбраться из дюнной зоны приземления и лететь по направлению к свободному кратеру. Если не произойдет осложнений за 3 года. Через 3 года изотопный генератор будет медленно снижать свою выходную мощность. Так что нам, возможно, придется увеличить интервал между перелетами, чтобы дать больше времени на перезарядку. Поэтому нам нужно разработать миссию с определенными временными отсечками, чтобы понимать ее бюджет. У нас должен быть горизонт планирования. Хотя часто миссии продлеваются, мы будем надеяться, что и с нашей миссией это тоже случится. Но очевидно, что многое еще предстоит сделать. И, конечно же, как вы сказали, после Dragonfly запланированы и другие миссии. Так что будем надеяться. Окей, у нас есть несколько вопросов по геоморфологии. Рассматриваются различные темы, но давайте начнем со следующего вопроса. Могут ли быть выходы пещер или подземные структуры, например, подземные реки на Титане? Вообще, геология Титана предполагает ли образование пещер и карстов? Это отличный вопрос. По факту в 1980-х годах было ошибочное или оказалось ошибочным лабораторное измерение, которое предполагало, что жидкий метан может довольно хорошо растворять лед. И было даже очень-очень популярное художественное изображение карстовой местности Титана. Вы знаете, с такой красивой аркой. А затем Сэм Ротер показал, что на самом деле измерения были неправильными. И лед не очень хорошо растворяется в метане. Сейчас перелистаю, чтобы вы могли посмотреть на некоторые черты рельефа. Позвольте мне попытаться вспомнить, где это находится. И так как вы знаете, какая-то часть этого травления местности происходит из-за механической эрозии, например, за счет булыжников, попадающих в поток. И как вы знаете, различаются механическое истирание коренной породы и ее растворение. И мы просто не знаем их соотношения. Помимо морей, на Титане много озер. Много их в верхней части на этом снимке. Там есть много озер. И если присмотритесь, много сухих озерных впадин, которые сейчас без жидкости. И эти объекты очень похожи на карстовые озера. Но мы наверняка не знаем, как они образовались. Возможно, и другие причины. Так, бывает, что уровень моря везде одинаков. Это может означать, что между разными морями, возможно, некоторыми озерами, вероятно, имеется гидравлическое соединение. Но это также зависит от того, сколько дождя выпадает в зависимости от широты. Так что мы, конечно, не можем исключить образование карстов. Есть некоторые косвенные указания на это, но мы наверняка этого не знаем. Черт возьми, это так интересно. Оказывается, так много предстоит исследовать. Вы упомянули там моря. На самом деле многие слушатели много спрашивают о приливах. А есть ли вообще в морях на Титане приливы? Совершенно верно. Это одна из занимательных вещей, о которых у меня не было времени рассказать. В моей книге есть некоторый материал. Итак, если бы у Титана был глобальный океан, а на самом деле мы когда-то так думали, тогда гравитация Сатурна в целом делала бы горб выпуклости высотой 100 метров. Как происходило на Земле? Вы знаете о притяжении Луны? По крайней мере, она воздействует с места, где Луна находится сегодня. Раньше она была ближе. Сейчас она образует горб выпуклости высотой около 20 сантиметров. Но поскольку Титан – синхронно вращающееся твердое тело, и это тело получается неподвижно относительно приливного горба выпуклости. Таким образом, приливная выпуклость будет там существовать, но она практически не меняется, если не брать в расчет того, что орбита Титана вокруг Сатурна отличается от идеального круга. И так как Титан периодически то немного ближе, то немного дальше, эта выпуклость может подниматься и опускаться на 100 метров. Но на поверхности Титана нет глобального океана.
Есть только моря, которые, как вы видели, покрывают около 1% поверхности Титана. Но когда вы детально рассмотрите модель, вы обнаружите, что изменение уровня воды за счет приливов, скажем, здесь и здесь в море Кракена, составляет около полуметра. И это на самом деле связано и со степенью пластичности недр Титана. А мы знаем, что они немного пластичные по измерениям Кассини. И поскольку приливный период слишком долгий, он составляет 16 дней, то там нет резонансных приливов. У нас нет таких ситуаций, как в заливе Фанди в Канаде на Земле. Там своего рода собственные колебания совпадают с периодом приливного воздействия. В заливе Фанди происходит резонансное нарастание больших-больших приливов, чего не случается на Титане, к сожалению. Мы полагаем, что перепад приливов-отливов здесь на Титане составляет около полуметра. И здесь, вероятно, есть какое-то приливное перемешивание через этот канал. Вот здесь он примерно размером с Гибралтарский пролив. Мы полагаем, что ближе к полюсу идет больше дождей. И там может иметь эффект в основном за счет вымывания растворенных веществ, таких как этан. Так море Лигюи, как мы знаем, довольно сильно обогащено метаном. А бедное метаном море Кракена может быть более богатым этаном. Так что там могут быть различия, как Балтика отличается от Атлантики, или Черное море от Средиземного моря. Там, где сток суши, который в основном представляет собой свежий чистый метан. Он вымывает соли, вымывает растворенные вещества интенсивнее, чем ближе к экваториальной зоне. И насколько эффективен этот процесс, зависит от того, насколько много приливных потоков двигаются туда и обратно. Так что это целая область внеземной океанографии. И она только начинается. Вы упомянули о том, что там на высокогорье идут дожди. Кто-то спросил, что на самом деле производит дождь на Титане. Но это те же причины, что и на Земле. Солнечный свет вызывает испарение. Мы видели активность облаков над южным полюсом Титана, когда только прибыл Кассини. И мы действительно видели это с помощью наземных телескопов до того, как прибыл Кассини. Это было южным летом. По сути, солнечный нагрев высвобождает влагу с поверхности и вызывает конвекцию. И конвекция вызывает дождевые осадки. Затем все это прекратилось очень скоро после прибытия Кассини, что немного расстраивает. Мне показалось, что хорошо видеть сквозь облака и землю под ними. Затем во время равноденствия около 2009 года мы заметили активность облаков на экваторе. Солнце находилось справа. Таким образом, Солнце в основном приводило в движение восходящую конвекцию. Затем образовались облака и шел дождь над низкими широтами. И в самом деле эти циклоны, как мы думаем, очень важны в формировании ветров, отвечающих за расположение дюн, которые мы различаем на снимках. А потом, ближе к концу миссии Кассини, когда было северное лето, мы заметили, что на севере сгущаются облака. На самом деле скорость накопления облаков была медленнее, чем ожидали многие модели. Поскольку, когда модель ошибочна, это великий триумф науки. Тогда вы знаете, что природа говорит вам то, чего еще нет в модели. Поэтому нам все еще нужно подстроиться, чтобы попытаться понять, как работает гидрологический цикл на Титане. Но в основном он управляется Солнцем. Окей, итак? У нас только что появился вопрос, в котором говорится, почему у Титана такая значительная атмосфера, в отличие от других спутников Сатурна. Да, это очень большой вопрос, в том смысле, который Кассини поставил перед нами. Итак, у нас есть часть ответа. Мы там побывали. Была идея, что у этого Титана может быть плотная азотная атмосфера, потому что азот может захватываться в клатраты в очень холодном льду. Но если бы азот захватывался на Титане таким образом, мы бы нашли много аргона-36, изотопа благородного газа, который является хорошим индикатором. А измерения с помощью Кассини показывают, что аргона-36 там почти нет. Аргон-40 образуется в результате радиоактивного распада, но это не имеет отношения к механизму. Так что Титан преподнес сюрприз. Каким-то образом ему удалось получить азот, который является слишком летучим для того положения в Солнечной системе, где находится Титан. Существует азот на Тритоне у Нептуна, он в 3 раза дальше от Солнца. И это не сатурнианская система. Мы думаем, что произошло то, что Титан вывернулся, получив аммиак. Аммиак гораздо менее летуч, чем молекулярный азот в виде гидрата.
и была в основном изначальная атмосфера из аммиака, которая была преобразована молнией или ударными волнами от столкновений или чего-то еще в азот, который мы наблюдаем сегодня. Но это своего рода предварительная модель, чтобы хоть как-то ответить. Окей, мне это нравится, давайте вернемся к еще нескольким вопросам, связанным с геологией. Я пробираюсь сквозь них, потому что они прибывают с большой скоростью. Отлично! Давайте взглянем на некоторые вопросы по геологии, которые задал Джон. На Титане наблюдались оползни. Как часто они случаются? Чея нет? И на самом деле геологических изменений, которые мы наблюдали на Титане, очень мало, потому что процессы протекают относительно медленно. Так мы увидели то, что могло быть падением уровня озер Онтарио вот здесь на юге, за счет наблюдений за несколько лет. Но простой факт заключается в том, что данных, которые у нас есть для Титана, просто недостаточно для прямого обнаружения изменений. Если вы подождете миллионы лет, тогда вы узнаете, что вулканы извергаются, а острова исчезают, и вы узнаете, что много всего происходит. В больших масштабах вы можете это увидеть. Но когда у вас всего несколько лет наблюдений, вы не можете видеть больших событий. Потому что у них просто нет причин. Мы смогли увидеть изменения на Марсе, такие как оползни и даже миграцию дюн. Потому что у нас есть камеры на орбите на Марсе, которые могут видеть такие большие вещи правильно. Съемка высокого разрешения орбитального аппарата HiRISE на Марсе имеет разрешение в половину или треть метра. И в течение многих лет это было фактически загадкой, почему не движутся марсианские дюны. Ведь ветры Марса должны быть достаточно сильными, чтобы перемещать песок. И только потому, что у нас были несколько лет наблюдений за основаниями дюн, были зафиксированы изменения в метровом масштабе. И были зафиксированы несколько оползней. У камеры Кассини с разрешением около 300 метров просто нет возможности увидеть изменения, которые могли случиться за время работы. Может быть, были отмечены какие-то участки с изменением яркости. Вы знаете, что в основном песок движется в округе или откладывается пыль. Может быть, такого типа процессы. Но у нас нет оснований думать, что оползней на Титане не бывает. У нас просто нет данных, подтверждающих это. Да, конечно. Еще спрашивают, знаете ли вы какие-либо обнажения пластов, которые наблюдались с орбиты? Но, по-видимому, тут та же проблема, связанная с разрешением данных. Да? Я имею в виду, что мы видим, даже глядя на это изображение, что осадочные процессы, вероятно, были чрезвычайно важны в истории Титана. Например, когда моря высыхали и осаждались, текли реки и надувались пески. Но такие вещи лучше заметны под наклонным направлением камеры, которая была на Гюйгенсе. При этом, если будет разрешение в несколько метров у поверхности, таким образом Dragonfly может быть вполне подходящей миссией для наблюдений такого рода наслоений. Или в какой-то будущей миссии, возможно, у нас будет георадар. Или будут какие-нибудь другие продвинутые приборы. По факту эта длинная антенна здесь предназначалась для обозначения наземного проникающего радара, сходного с теми, которые работают в некоторых марсианских миссиях. Так что это определенно стоит попробовать. Хорошо? Еще один вопрос, связанный с геологией. Насколько высоки горы на Титане? Высоки ли они по сравнению с нашими горами? Краткий ответ – они, как правило, меньше. Я имею в виду топографический диапазон, как я уже упоминал гистограмму в начале доклада. Весь диапазон от самой высокой горы до самой глубокой впадины составляет примерно 2,5 километра, что-то в этом роде. Самая высокая отдельная гора имеет такую маленькую площадь, что вы не сможете различить ее на этой фотографии. Ее высота около 3 километров. В начале работы над Кассини у нас действительно была небольшая дискуссия о том, правильно ли их на самом деле называть горами. Если это так, то 500 метров – это уже высоко. Обозначает ли, что это гора? А что насчет 501 метра? Это уже гора или еще нет? На самом деле общепринятого критерия нет. Нет еще критерия, по которому гора отличается от холма на Титане. Все очень относительно. Титан – тело меньшего размера. Чтобы применять земные понятия, нам, наверное, надо соответственно масштабировать. Коэффициент масштабирования будет отношение радиусов 2575 к 6370. Поэтому, если коротко ответить, есть несколько гор высотой в 3 километра. Но в целом Титан довольно плоский.
Хорошо, сейчас я вернусь к некоторым вопросам о Dragonfly. Слушатели задают много вопросов об этой миссии. Спрашивают, есть ли вероятность того, что с Dragonfly видоизменят в миссию, как на Марсе, и что она сможет нести зонд, чтобы отобрать морскую пробу, подобно тому, как вертолет Ingenuity сочетался с марсоходом Perseverance? Краткий ответ – нет. Потому что, как вы знаете, радиус Титана 2575 километров. Преодолеть 60 градусов широты – это примерно 2500 километров. Вот сюда направляется Dragonfly. Это место было поддержано среди множества предложений. Утверждены конкретные цели миссии. И цель этой миссии на Титан – астробиология. Цель – это свидетельство о существовании химии пребиотиков. Есть еще цель. Это существуют ли признаки обитаемой среды на Титане, а подкоровый океан может быть обитаемой средой, которую можно исследовать сейсмическими методами. И химия поверхности – это то, чем мы занимаемся. В частности, геохимия поверхности водоносных ударных отложений должна помочь в решении астробиологических целей. Поэтому в предложенном проекте миссии не ставился вопрос об исследовании морей Титана. Дело в том, что, как и в случае с Гюйгенсом, миссия Dragonfly запланирована на середину 2030-х. Лето на Титане будет на юге, Солнце здесь будет внизу. Это значит, что северные моря окажутся в полярной тени. Они будут не только в зоне полярной ночи, но и по геометрии не видны с Земли. Это значит, что мы не сможем передавать данные по радиосвязи обратно, даже если бы мы смогли добраться до морей. А вы знаете, что Dragonfly может пролетать только пару сотен километров. Отсюда до сюда расстояние более чем 2-4 тысячи километров, что за пределами возможностей летательного аппарата. А также мы не сможем получить данные обратно, потому что Земля будет находиться ниже горизонта. Так что нет, мы не сможем этого сделать. Эту цель можно будет поставить для будущей миссии. И нет причин, чтобы аппарат, подобный Dragonfly, не справился бы с такой будущей миссией. Нам нужно подождать 2040-х годов, когда Земля станет видимой с северных широт, если, конечно, у нас не будет ретранслирующего орбитального аппарата. Но он будет стоить еще дополнительный $1 миллиард. Вау, окей, человек, задавший этот вопрос, только что отозвался, что это восхитительно. Спасибо. Окей, еще парочка вопросов, прежде чем мы закончим. Спрашивают, можно ли на Титане наблюдать торнадо или радугу? Я не думал об этом. Торнадо вызываются влажной конвекцией. На Титане влага – это метан. Мы знаем, что метан действительно образует грозовые облака на Титане. И это причина формирования рек на Титане. Мы даже их видели с Кассини примерно в этой области. Вот здесь во время равноденствия появились облака. А затем некоторые участки местности действительно потемнели на несколько месяцев, а потом снова стали светлее. И мы полагаем, что в основном потемнение связано с увлажнением местности. Поэтому там действительно бывают грозы. Нельзя исключать, что у них могут быть вращающиеся элементы, подобных торнадо. Хотя свидетельств об этом нет. Но радуга тоже может быть возможной. Верно? Радуга возникает в результате отражения и дифракции в каплях. И там, когда вы посмотрите на физику, на показатель преломления, вы узнаете, что преломляющие свойства жидкого метана немного отличаются от свойств воды. Показатель преломления метана меньше. В результате радуга становится шире. В самом деле на Титане радуга была бы немного больше, чем радуга на Земле, но она была бы менее красивой, так как дымка в атмосфере Титана состоит из красноватого органического вещества, которое в основном блокирует синий свет. Весь синий свет поглощается высоко в атмосфере дымкой. Немного зеленого проникает вниз, но большая часть света, попадающего на поверхность Титана, будет относиться к красному и инфракрасному волновому диапазону. Так что да, там могут быть радуги. Эти радуги были бы немного больше, и они выглядели бы просто своего рода ярко-красной дугой. А если бы вы могли увидеть их в ближнем инфракрасном диапазоне, вы бы действительно увидели темные полосы на радуге, потому что метан поглощает свет на определенных длинах волн. Именно так мы и обнаружили атмосферу на Титане, так что там вполне могут быть радуги.
К сожалению, мы до сих пор ничего подобного не видели, потому что Гюйгенс высадился в экваториальной зоне во время южного лета. По той же причине нас не будут беспокоить ливни, торнадо или что-то в этом роде во время миссии Dragonfly. Так как если и будет какая-либо энергетическая конвективная активность, то она будет происходить здесь, на Южном полюсе, тогда как Dragonfly будет находиться на экваторе. Так что, к сожалению, мы вряд ли увидим радугу. Мы не можем охватить необъятное. Да опять же, может быть, это случится в будущей миссии, и мы увидим радугу на Титане. Я просто смотрю на время, и я думаю, нам придется заканчивать. Полагаю, что мы ответили на большинство вопросов. Это было здорово. Спасибо вам, что ответили на все эти многочисленные вопросы. Спасибо за такую фантастическую лекцию. Это было действительно увлекательно. Замечательно, что вы были с нами. Все наши лекции будут доступны на YouTube. Поэтому следите за нашей страницей на YouTube. И мы добавим лекцию в плейлист по аэрокосмической тематике. Там вы можете пересмотреть ее еще раз и посмотреть многие другие лекции из этой серии в этом году. Наша следующая запланированная лекция – геология Плутона 10 ноября. И мы надеемся втиснуть еще одну. Поэтому следите за обновлениями в социальных сетях или в наших новостных рассылках. Спасибо всем за участие. Надеюсь, увидимся в следующий раз, Ральф. Огромное спасибо. С удовольствием. Берегите себя. Спасибо всем.